Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы рады вас вновь всех приветствовать. Друзья, сегодня мы находимся на одном очень загадочном и значимом месте. Это место когда-то было центральным кладбищем. Но прежде чем мы с вами прогуляемся по нему, давайте послушаем закадрово историю. Итак, Кизический Веденский мужской монастырь. Как раз-таки отсюда и начинается наша история. В 17 веке Казань становится торговым городом, где активно налаживается товарообмен с европейскими и восточными странами. Несомненно, это плюс, но минус в том, что вместе с торговлей с заморских стран также стали завозить и разные инфекционные заболевания. Одним из самых страшных была чума. В 1654 году она появилась и в Казани. Как утверждает летопись, первыми заболели персидские купцы, торговавшие коврами. Чума стала молниеносно распространяться по всему городу. Ничто и никто не мог ее остановить. Тогда православные священнослужители предложили доставить из Семиозерской пустыни, что за сухой рекой, смоленскую икону Божией Матери, которую незадолго до этого привезли из Великого Устюга. Эту икону считали чудотворной, способной исцелять все болезни. Встреча святыни состоялась в 2 километрах от Казани, в глухом Заречье, так как в те времена монастырь владел большими территориями. На этом месте наскоро соорудили деревянную часовню, в которой и поместили икону. День и ночь люди приходили к иконе с просьбой о защите себя и близких. И чудо свершилось. В первый день молитв ни один житель города не заболел, а через недолгое время чуму и совсем удалось искоренить. Благодарные люди собрали средства, и взамен часовни был построен памятный храм. Также монастырю принадлежала фактически вся территория Кизической слободы. Это большая сосновая роща и пруд, богатый рыбой, от которого в наши дни осталось лишь маленькое озеро возле энергоуниверситета, монастырские огороды, родник и колодец с целебной водой. Однако самым известным владением монастыря было его кладбище. На этом кладбище хоронили православных священников и монахов, а также особо выдающихся знаменитых жителей Казани. Можно смело сказать, что это был элитный некрополь, который по красоте надгробий вполне мог быть сравним с некрополем Александра Невской лавры, что находится в Санкт-Петербурге. Но, к великому сожалению и стыду, впоследствии это кладбище было стерто с лица земли. Все началось с того, когда обрушились беды на монастырь в 1929 году. На Комсомольском субботнике была взорвана колокольня Кизического монастыря и разрушен ее остов, а в 1930 году состоялась последняя служба 6 сентября. После чего, по просьбе трудящихся, Президиум ЦК ТССР решил закрыть монастырь, а здание церкви использовать для жилищного строительства ввиду нехватки строительных материалов.
Естественно, одновременно с монастырем стало приходить в запустение и кладбище. В течение нескольких десятилетий вандалы разрушали и разоряли надгробия и склепы. А окончательно погост был уничтожен в 1964 году, накануне приезда в Казань Никиты Хрущева. Его путь следовал мимо Кизической рощи, и неприглядный вид с кладбища был виден с дороги. Ночью пригнали бульдозеры, и они до утра сравнивали могильные холмики. В данный момент на месте этого кладбища с одной стороны находится сосновая роща и парк с ДК химиков, а по другую сторону стоят дома по улице Декабристов. Многие из горожан, особенно молодежь, не знают, что, приходя отдыхать в этот парк, они, по сути, ходят по останкам и древним захоронениям. Очень бы хотелось отметить и то, кто же там был захоронен. Если вкратце, это были значимые люди нашего города. Хотя нужно заметить, что если бы не епископ Никанор, который подробно описал обитель и монастырский некрополь в своих записках и опубликовал их в 1891-1892 годах, к 200-летию со дня основания монастыря, то о том, где и когда были похоронены некоторые известные и значимые люди, мы бы так и не узнали. Сейчас же его рукопись хранится в фондах Национального архива Республики Татарстан, благодаря которой мы можем узнать, кто и когда был захоронен. А ведь там покоятся губернаторы, градоначальники, профессора Казанского университета, ученые, просветители, известные купцы и духовенство. Вот некоторые из них. Дреблов Иван Федорович, фабрикант, Голштинской коммерции советник, первый в истории Казани городской голова, унаследовавший суконную фабрику и дом, в котором останавливались Петр I и Екатерина II. Каменев Петр Григорьевич, купец первой гильдии, бургомистр городского магистрата, затем городской голова, является отцом поэта Каменева и казанской поэтессы Александры Андреевны Фукс. Пользовался в городе большим почетом и даже получил из рук Екатерины II шпагу. На его похоронах присутствовала вся городская знать. Князь Трубецкой Александр Николаевич, Баратаев Семен Михайлович, грузинский князь, казанский наместник, генерал-майор, известен как один из руководителей строительства порохового завода. Каменев Гавриил Петрович, знаменитый представитель предромантизма, литературного течения на рубеже классицизма, автор поэм «Громобой» и «Громбал». Творчество Каменева было известно Александру Сергеевичу Пушкину, который высоко ценил его балладу «Громобой» и называл его предтечей русского романтизма. Толстой Илья Андреевич, граф, казанский губернатор в 1815-1820 годах, дед писателя Льва Толстого. Яковкин Илья Федорович, директор первой Казанской гимназии, первый руководитель Казанского университета, профессор. Мельников Герасим Степанович, городской голова. Архимандрит Гурий, один из видных деятельных настоятелей Кизического монастыря. Тебеньков Яков Петрович, генерал-лейтенант, и Берх Иван Петрович, командиры Казанского порохового завода. Москотильников Савва Андреевич, литератор, юрист, масон, филантроп, друг поэта Каменева. Симонов Иван Михайлович, известный ученый и путешественник, астроном. Котелов Иван Николаевич, Жулин Иван Дмитриевич, купцы первой гильдии, владельцы кожевенного завода в Ягодной Слободе. Чертов Аркадий Аполлонович, казанский долгожитель, проживший 105 лет, участник заграничных походов Суворова. Попов Александр Федорович, математик, член Императорской академии наук, ученик Николая Ивановича Лобачевского,
принявший от учителя кафедру математики. Ковалевский Николай Осипович, основатель Казанской школы физиологии, профессор, ректор Казанского университета, действительный статский советник. И это только малая часть из тех великих и значимых людей, которые были захоронены на этом кладбище. А по записям епископа Никанора можно примерно подсчитать, сколько было захоронений. Он описывает 5 участков. На первом участке имелось 54 захоронения, на втором – 154, на третьем – 301, на четвертом – 149 и на пятом – 80. Всего получается 738 захоронений, но это далеко не полные сведения, так как в списках епископа Никанора отсутствуют данные обо всех захоронениях конца 17 и 18 столетий, вплоть до 1772 года. Также нет сведений об именах усопших и после 1892 года, хотя есть некоторая информация о том, что захоронения на погосте велись вплоть до начала Первой мировой войны и даже позже. В советское время кладбище, как и большая часть монастыря, были разрушены, особенно в последний период, в 1956-1964 годах, когда камни монастыря и кладбищенские надгробия пошли на фундамент Дворца культуры химиков и для укрепления правого берега реки Казанки в Кировском районе. Вот так у нас относятся к святыням, ценностям и истории. Позор, дорогие друзья. По-другому и не скажешь. Но нужно отметить, что в 2001 году бывший мэр Казани Исхаков подписал постановление о передаче Кизического монастыря Казанской епархии. В свою очередь, насельники начали работу по розыску могил. Им удалось определить места погребения Толстого, Каменева, Симонова и некоторых других казанцев. В преддверии тысячелетия Казани в 2005 году игумен Кизического монастыря Силуан предложил установить в некрополе своего рода памятник на братской могиле всем, кто там похоронен. С тех пор там стоит мраморный крест и столик аналой с открытой книгой. Друзья, но и это еще не все. Ведь у этого места есть и другая сторона – мистическая. Здесь существует много историй и легенд, от которых мурашки бегут по коже. Например, легенда о том, как пропадали девушки в близлежащей деревне Козья Слобода. А затем на кладбище появлялись безымянные могилы. Если говорить о более современных мистических историях, то до сих пор ходят слухи о призраке Гальпена, который появляется в парке каждую ночь и охотится за несовершеннолетними девочками. Экий проказник, видимо, он совершенно не знает наших законов, и что ему может за это грозить. А известный всеми бассейн Оргсинтез по количеству несчастных случаев опережает все остальные. Да и правда, что хорошего можно ждать теперь от этого места, с которым так кощунственно обошлись? Там, где всегда должна быть тишина и покой. И, конечно же, у нас тоже имеется одна история, которая произошла лично со мной. Но обо всем этом мы вам расскажем уже непосредственно с места событий. Итак, друзья, приятного и захватывающего вам просмотра. Друзья, мы сейчас находимся, пришли на территорию Кизического монастыря. Хотели показать вам те могилы, которые сохранились. Это и деда Льва Толстого. Но, к сожалению, посмотрите, какие сугробы, и, скорее всего, могилы остались погребены под сугробами. Но здесь стоит какой-то крест, видимо, тоже памятный. Но подойти к нему тоже не представляется возможным.
Ну и вот, как видите, колокольня Новострой. Та колокольня, которая была при монастыре вот в те года, как мы уже сказали, ее взорвали. Поэтому, вот видите, ее не сохранилось. И все, что сохранилось от монастыря, это вот вход, вот эти ворота. И, собственно, все остальное, видите, уже Новострой. Ну, а мы, наверное, пойдем в сам парк. В сам эпицентр. Там, где были кладбища, собственно, о которых и пойдет речь. Ну что, а теперь давайте прогуляемся по парку и кое-что вам расскажем. Ну вот мы, собственно, и подошли к этому самому кресту, памятнику. Ну вот смотрите, друзья, на самом деле здесь погребено было более 3000 человек. А восстановить, наверное, получилось, сколько мы там сказали? Где-то 700. Около 760, да. Да. Ну и, видимо, самых значимых людей здесь вот отметили в этой книжечке. Так что хотелось бы прогуляться, показать вам все. На самом деле вот эта вся территория, вот эта вся местность, вот даже где мы сейчас стоим, мы стоим на самом деле на останках, которые погребены здесь. То есть вот эта вся площадь, где дорога, вот где сейчас вот эти дома, все это были кладбища. Это, собственно, и есть улица Декабристов, про которую было сказано в истории. Вот это уже идет огороженная территория физического монастыря. Раньше здесь вот этого забора не было. И была вот такая прямая дорожка, по которой, собственно, ну, все ходили. И вот по правую сторону, здесь вот по правую сторону дорожки как раз-таки оставалась единственная сохранившаяся могила Толстого, то есть деда писателя Льва Толстого. Да. Кстати, друзья, на самом деле в этом парке постоянно случаются какие-то трагические случаи. То кого-то изнасилуют, простите, то суицид опять-таки. А вот буквально не так давно, вот где-то там на детской площадке погибла девочка, то ли 5, то ли 6 лет. Упала с качели и была травма головы, несовместимая с жизнью. То есть вот постоянно какие-то происходят, видите, несчастные случаи. И это неудивительно на самом деле, потому что это все, как мы уже сказали, кладбище. И еще хочу рассказать об одной истории, которая произошла вот непосредственно со мной. Несколько лет назад, вот в той стороне, я не знаю, видно отсюда, нет, там находится университет, в котором я училась. Училась я на вечернем отделении. Так как это вечернее отделение, ну, заканчивались пары, ну, всегда по-разному на самом деле. И когда оставалось время, мы иногда приходили в этот парк. И вот однажды, после занятий, мы пришли вот как раз в это место.
здесь была тропинка. Но сейчас здесь все уже благоустроено, а в то время было, во-первых, больше деревьев, во-вторых, тропинки были, знаете, не благоустроенные, а обычные такие, ну, как сказать, на земле тропинка обычная была. Как люди протоптали? Да, просто как было, так и было. И вот буквально рядом с монастырем, там тоже не было забора. И вот где находилась как раз-таки могила Толстого, мы шли, как там горка такая, мы шли вверх. А навстречу нам шел монах. Ну, вы знаете, было очевидно, что это идет монах, потому как и одежда была такая, и в принципе он так выглядел. Но как-то странно, вот правда. А вы знаете, было еще не совсем темно, а как бы сумеречно так было. Чуть-чуть, наверное, потемнее, чем сейчас. И вот он идет нам навстречу. Когда он с нами поравнялся, вот очень было удивительно, он задал нам такой вопрос. А не подскажете, какой год? Какой сейчас год? Мы такие переглянулись, удивились, если честно. Мы ему сказали, но когда вот, ну, он как бы услышал наш ответ и пошел без слов дальше. И мы такие переглянулись между собой, оборачиваемся, а его уже нет. Деться он никуда не мог. Тропинка была прямая. Тем более мы поднимались в горку, а он спускался как бы с горки. И мы его в любом случае бы увидели. Понимаете? Скрыться было некуда. Он просто исчез. Он спросил, какой год, и исчез. Нам тогда это очень показалось удивительным. Да, конечно, там мы между друг другом стали разговаривать. Не показалось ли нам это? Или, возможно, ну, просто, ну, мало ли. В общем, пытались найти какой-то логический ответ. Но в любом случае логического ответа мы так и не нашли. На самом деле было немножко жутковато. Но должна добавить, что на тот момент, когда мы сюда приходили с университета, мы даже не знали, что здесь когда-то было кладбище. Мы позже уже узнали. И вот теперь, как бы состыковывая вот эти обстоятельства, я понимаю, что это действительно могло быть что-то, ну, такое мистическое, потустороннее. Так что вот мы хотели бы сюда прийти в следующей части, в продолжение этого видео, ночью. И, возможно, если получится, поставим где-нибудь здесь камеру ночного видения, проведем ЭГФ, посмотрим, может быть, что-то и покажет. Ведь все-таки такая трагическая судьба у этого кладбища. Так действительно кощунственно с ним отнеслись, все сравняли, все, понимаете, я думаю, что все равно какие-то следы, какая-то определенная энергетика наверняка здесь еще присутствует. Друзья, вот историю о монахе, которую я вам рассказала, ну, что случилось с нами, она произошла вот здесь. Вот как раз эта горка. Но на этой аллее произошла еще одна история, о которой мы вам сейчас расскажем. Давайте пройдем чуть-чуть подальше. Друзья, еще хотим рассказать одну историю, которая произошла не так давно с одним мужчиной, который шел вот по этой аллее. Вот по этой аллее. Он шел ночью встречать жену с работы. Она как раз закончила ночную смену. И вот где-то в этом районе была ночь, лето, стояла тихая погода, безветренная, полный штиль. А так как было лето, здесь еще кусты были, листья, ну, то есть видимость была плохая. И он услышал, что кто-то читает молитву. Он приостановился, стал всматриваться, но никого не увидел. Он сделал шаг, и снова кто-то начал читать молитву. И вот его любопытство просто
так сказать, одолела. И он решил пройти сюда, в эту сторону, посмотреть, ну кто же может читать молитву в ночное время суток, как бы там стоя, да, в этом сквере. Но когда он сюда прошел, никого не было, вообще никого. Только в этот момент получилось так, что как будто бы вот был штиль полный, и в этот момент просто резкий ветер холодный, который пронзил его до мурашек. И после этого ветра ничего. Снова штиль, снова тишина, и уже никаких молитв, ничего не было. Вот. Его этот случай очень удивил, но он, как он сказал, что он до сих пор не понимает, что это могло быть. Но это, говорит, явно было какое-то странное проявление. Что это было, не знаем. Но судя по тому, как то, что на этой территории такое вполне себе могло быть, потому что, видимо, какие-то отголоски по сей день бывают. Так что судить вам, что это могло быть, не знаю. А вы как думаете, друзья? Пишите в комментариях. Дорогие друзья, я тоже хочу в свою очередь рассказать историю, реальную историю, о которой, кстати, нам поведала одна из подписчиц, которой огромное спасибо, она в курсе, она знает. Вообще, в принципе, мы хотим вместе поблагодарить всех вас, тех, кто рассказывает свои случаи, происшествия, которые с ними происходили. Вы даете нам возможность как бы вот эти вот истории пустить, так сказать, в свет. Ну, то есть рассказать о них. Спасибо вам большое, ребят, вы молодцы. Пишите, не стесняйтесь. Итак, история, которая произошла, это было не конкретно в парке она произошла, это было по улице Декабристов. Мы ее вам показывали, там стоят дома, это как раз на спуске. Там раньше были трамвайные пути, то есть проходили рельсы. И вот был последний рейс трамвая. Это, кстати, знакомый этой подписчицы, насколько я знаю. Человек нормальный, как бы не пьющий, все хорошо, то есть с головой своей дружит. Но при этом он был неверующий. Вот небольшое вам уточнение. То есть ни в кого не верил. И, в общем, он был водителем трамвая. Он совершал последний рейс, ехал в депо. И когда стал приближаться к парку ДХ-химиков, почувствовал какое-то прикосновение на плече. Раз. Оглянулся, посмотрел, никого нет. То есть, ну, в принципе, у него трамвай был пустой. Всех он высадил, двери он не открывал, просто в зеркало посмотрел, оглянулся, никогошеньки. Ладно, поехал дальше. Чувствует снова его, кто-то за плечо трогает. И так продолжалось 3 раза. То есть 3 раза его кто-то потрогал за плечо. Но тут он уже, конечно, напрягся. Вышел в салон, все хорошенько проверил, даже под креслами. Открыл двери, вышел из трамвая. И тут он заметил, что на рельсах лежит человек. То есть кто-то его намеренно останавливал, но неизвестно кто. Чтобы он остановил свой трамвай, не переехав этого человека. Человек, ну да, он был пьян. По его словам, он оттащил его на траву в безопасное место. Положил так, чтобы его никто не сбил, не задавил. И дальше, соответственно, отправился в депо. Как он еще говорил, он видел какое-то свечение, то есть какие-то огоньки, типа, знаете, как светлячки, что ли. То есть это были не фонари, ничего подобного. Вот именно свечение, как будто от светлячков, двигающиеся. То есть вот тоже такая интересная история, это реальный случай. Если, возможно, кто-то из местных ребят, кто из вас подписан на нас, знает еще какие-то интересные случаи про парк ДК-химиков, пожалуйста, пишите, мы с удовольствием почитаем, обсудим эти моменты. То есть это очень интересно. Вот такая история. На самом деле, друзья, мы не просто так выбрали этот парк, потому что нам наши подписчики писали о нем.
и делились своими историями. И поэтому он нас очень заинтересовал. Помимо того, что здесь сама по себе история очень, такая впечатляющая, так помимо всего этого еще вы, дорогие наши, делитесь своими историями, и это здорово. Мы можем их озвучить. И вот вам еще одна история тоже, которую прислала наша подписчица. Она попросила себя не называть, поэтому не называю, но огромная вам благодарность. В общем, с ее слов. Шли они как-то со своим сыном, сыну было лет 7-8, они шли вот с этого бассейна, который мы вам показывали, Оргсинтез. Возвращались домой. Шли они вот по этой аллее. Вот эта аллея. Собственно, это та же самая аллея, где мы видели с друзьями тогда с университета того монаха. И вот сынок у нее отбежал немножко вперед, но был в поле ее зрения. Он отбежал и вот так вот встал лицом к этой вот роще и вот так стоит, что-то смотрит. А женщина подошла, когда к нему, говорит: сынок, а ты чего замер? Он говорит: мам, а это что за женщина? Почему она на нас так пристально смотрит? Она говорит: какая женщина? Я, говорит, стала тоже всматриваться, но никого нет. Да, на улице было немножко сумеречно, но еще не совсем темно. Я никого не вижу, сынок, тебе показалось, пойдем. А он говорит: нет, мам, вот же она, вот, неужели ты ее не видишь? Вот она стоит, на нас смотрит. Мам, я ее боюсь. Она снова смотрит: нет, сынок, я никого не вижу. И в этот момент сынок такой испугался, говорит: мам, она вот сейчас заулыбалась и стала махать мне рукой. Пойдем отсюда. И он прям так испугался. И они собрались и быстрее пошли домой. Но ее встревожил этот случай, как сказать, она стала задумываться. Неужели вот сын мог такое придумать? Да и как, на ровном месте. Она уже в спокойной обстановке дома его спрашивает: сынок, ты, может быть, нафантазировал, может быть, это игра такая, может быть, ты, придумал эту историю. Скажи правду. Он говорит: нет, мам, я ничего не придумывал. Я ее видел. Неужели ты ее не видела? Она еще одета была так вот странно. Помнишь, ты показывала старые фотографии своей бабушки? Вот почти такое же платье, так, похоже прям была. И на голове какой-то странное у нее была то ли шапка, то ли что еще светилось. Давай, говорит, больше там не будем ходить. И вот она говорит: с тех пор у меня прям как-то мурашки от этого места. Мне, говорит, кажется, что он ничего не выдумал, что действительно ему что-то там показалось. Но на самом деле, друзья, это и не удивительно, потому что энергетика этого места на самом деле, она, скорее всего, сохранила в себе вот эти какие-то отголоски прошлого. Но не могло это так вот просто без последствий обойтись. Естественно, мы вот сейчас даже ходим, стоим на том месте, где раньше были могилы, точнее, и сейчас мы ходим по останкам. К сожалению, здесь больше никак не пройти. То есть, либо вообще не ходить в этот парк, либо, если ходить, то вот, видите, как получается, по останкам, к сожалению. Вот такая история. Спасибо большое подписчице, что она поделилась вот этой историей с нами. Друзья, а мы, в свою очередь, наверное, придем сюда уже, когда стемнеет, и попробуем, посмотрим, может быть, нам тоже что-то удастся запечатлеть либо на камеру, либо на фотоаппарат. Посмотрим. Дождемся ночи. Ребят, уже достаточно сумеречно.
Сгущаются сумерки, включили фонари. А сейчас мы с вами проследуем в ту самую рощу, где ходят легенды о том самом духе Гальпене. Друзья, да, и правда, уже начинает темнеть, а ночь у нас будет в другом выпуске, где вы, собственно, увидите наши некоторые эксперименты, которые мы сможем провести в погодных условиях. Все-таки здесь очень много снега, сугробы и прочее. В общем, все, что сможем, конечно же, вы все увидите в следующем выпуске ночном. А сейчас мы просто коротенько расскажем о той самой такой вот легенде, которая ходит по всему городу. Просто, наверное, многие слышали, многие нет. Вот это сосновая роща. Как мы уже сказали, здесь были кладбища. И вот где-то здесь есть сосна. Одна сосна с дуплом. И, как гласит легенда, из этого дупла по ночам вылезает призрак Гальпена. Причем не просто призрак, а, как говорят, скелет. Вот так. И охотится за несовершеннолетними девушками. На самом деле ничего смешного в этом нет. Представляете, как страшно несовершеннолетним девочкам здесь ходить. Не ходите, девочки, ночами по парку. Я не знаю, как относиться к этой легенде. Наверное, нормальные люди все понимают, что это просто байка. Городская байка, да. Да, придуманная, скорее всего, для привлечения туристов. Наверное, нужна для каждого места, для каждого города какая-то определенная байка, которую расскажет, скажем так, гид при посещении данного парка. Поэтому, конечно же, никакого Гальпена здесь не существует, скорее всего, а существует его легенда. Но, тем не менее, вот этот парк, вот эти сосны где-то там вековые стоят, да. Какая-то одна из них находится с этим дуплом, и говорят над этим, как сказать, возле этого дупла, или над ним, или под ним. Если... Нет, она то ли выцарпана, то ли выжжена вроде бы. По-моему, выжжена, да. Что обозначает, собственно, имя Гальпен. Откуда взялось вообще это имя, кто его придумал и кто вообще это был такой, об этом история умалчивает. Мы искали в интернете. Просто откуда взялась вообще эта байка. Так и не нашли. Наверное, просто... Мы так подумали, что просто ее, выдумали... Какие-то шутники. Шутники, да. Галь, пень! Да. Кто-то крикнул, а кому-то послышался. Оттуда и прослыла эта легенда о Гале и пне, которая в итоге потом превратилась в духа Гальпена. Все, в общем, на самом деле банально, да. И вообще, на самом деле, днем здесь одна энергетика, одна такая так сказать, такое настроение какое-то, да, у парка. А ночью оно совершенно другое, и мы с вами придем сюда и посмотрим. Я думаю, это должно быть интересно, но тем более, видите, какое место на костях, на останках. Да и, честно сказать, очень обидно, что мы потеряли этот некрополь как историческую ценность. Ведь сами понимаете, какие люди здесь были похоронены. Ребят, еще хотели бы напомнить о том, что погода сейчас, так сказать, мы уже об этом говорили. У нас была очень снежная зима, поэтому на те локации, куда бы мы хотели, сейчас невозможно попасть. Поэтому, немножко наберитесь терпения, мы расскажем просто в связи с этим про наш город. То есть есть локации, которые тоже требуют своего внимания, и они достаточно интересны. Мне кажется, вам тоже понравится, потому что истории очень захватывающие. Да, конечно, мы просто, чтобы вы не скучали, пройдемся не по таким местам, скажем, где,
У нас на самом деле очень много мест с мистическими историями, с какими-то легендами. Да даже сами можете набрать, там, загуглить, да, мистические истории Казани. Но, там целый список выдаст. Но их на самом деле не так много настоящих, потому как, ну, город все-таки такой, сюда часто приезжают туристы, да, и вот, скорее всего, в большинстве историй, легенд созданы именно для них. Вот. Ну, а мы знаем несколько мест, в которых действительно происходило что-то. Да, уже не просто вот это сложилась легенда и байка, а непосредственно люди рассказывали. То есть мистическая репутация места. Ну вот 2 места еще мы таких знаем, поэтому мы туда обязательно сходим и тоже отснимем материал, поделимся с вами. Да, ну и, конечно же, снова вернемся сюда ночью. Ну, а пока мы поделились с вами историями вот об этом месте, об этом парке. Ну, очень надеемся, что вам понравилось. И еще хочу попросить вас, дорогие подписчики, ну, немножко, наверное, все-таки опять-таки поспойлерить чуть-чуть. Но это только лишь для того, чтобы интереснее было, ну, впоследствии снять то место, куда мы хотим пойти. Это парк Эрмитаж. Ну, или как назвать его, сквер. Ну, вообще вот. парк, да. По-моему. И кто местные, друзья, вот пока мы еще туда не ходили, да, вот как выйдет это видео, пожалуйста, кто, может быть, слышал еще какие-то истории, какие-то, возможно, может быть, с вами они происходили в этом парке, напишите нам. Мы тоже постараемся поделиться этими историями в ходе наших съемок там. Да, может быть, вы что-то интересное наблюдали, действительно. Да. Но это любопытно. Ой, синичка прилетела. Так что, друзья, ждем ваших историй, связанных вот с парком Эрмитаж. Ну, а пока, наверное, идем монтировать это видео. Да. Всем спасибо большое за просмотр. Кто досмотрел до конца это видео, вы большие молодцы. Да. Не забывайте подписываться и делиться нашими видео с вашими друзьями. Это очень помогает развитию канала. Спасибо всем огромное. До скорых встреч. И помните, друзья, вы у нас самые лучшие. Пока-пока.